Это, по-твоему, удар? Вот удар. Всем здорово, с вами Август Плей. Рассмотрим эпический курсовой дробовик Мироед. Чертеж на него можно получить, купив 14-й Battle Pass, и что символично, на 14 уровне. Помимо этого, Мироед с первого дня Battle Pass есть на рынке, и его можно купить. Максимальная дальность, как для большинства дробовиков, составляет 40 метров. Оптимальная дистанция 5-25 метров. Точки крепления и габариты вы видите сейчас на экране. Закрыть оружие на один пин или даже на половину пина с передней части не выйдет, так как это помешает стрельбе. Но взамен у вас есть точки крепления на самом дробовике снизу, сверху, а также по бокам, что позволяет хитрить с крафтами и располагать оружие, к примеру, сбоку кабины или снизу, если крафт на ногах. Интересная особенность оружия в том, что во время перезарядки происходит анимация, как оружие прячется за железный занавес. Мироед обладает сильным импульсом, который не просто отталкивает врагов, а порой как взбучкой от бати заставляет окрылиться. Он буквально вышвыривает врагов, при этом нанося приличный урон. Эксперимент с пожарной машиной показал результаты в 9,5 секунд. Мироед обладает обоймой в 10 снарядов, которые выстреливает одной быстрой очередью за 2 секунды. Урон с обоймы составляет 8960 единиц. Перезарядка длится 6 секунд. Урон в секунду составляет 1120 единиц, в минуту 67200 единиц. Перк оружия звучит так. Во время перезарядки сопротивление урону увеличится на 90%. Также получение 200 единиц урона по дробовику во время перезарядки дает бонус 10% урону для всей обоймы. Суммируется 10 раз. Максимальная прибавка 100%. Также оружие можно перезарядить даже с полной обоймой. Таким образом, намекая, что этим стоит пользоваться. Об этом расскажу чуть позже. Тактика боя. По классике, на дробовиках нужно сидеть в засаде и искать игроков, которые отбились от стаи. Атаку проводить желательно сбоку, так как сильным импульсом оружие таким образом перевернет крафт противника. В противном случае ты поможешь противнику уехать от сражения. При этом, играя в команде, желательно быть на первом фронте, поскольку Мироед относится к фронтальному оружию, которое не может поворачиваться. Это я плавно подвожу, что тиммейты могут закрыть просвет для стрельбы своей кормой. Что касается ховерных крафтов, то тут стоит быть аккуратным, ведь импульс дробовика в любом случае только ускорит противника, перевернуть его не выйдет. Выходит, что по таким крафтам лучше всего стрелять исключительно на ближней дистанции, максимум в 25 метров, и в зависимости от крафта по кабине или сразу ховером. Играя против колесных, гусеничных, шнековых крафтов, стоит сразу стрелять по оружию, так как обойма реализуется достаточно быстро, и даже легендарные молотки не смогут выстоять против этого. В случае низкого запаса прочности всегда можно попробовать перевернуть крафт противника, стреляя ему по макушке крафта, то есть по самой высокой точке. Крафт может не просто перевернуться, но и улететь. В такие моменты можно подгадать момент и заутюжить противника. Очень важная особенность Мироеда — это его перк, который дает аж 90% сопротивлению во время перезарядки. Что значит, перед тем как подъехать к противнику, прожимай перезарядку, тем самым становясь условно неуязвимым. Противник в этот момент разрядит всю свою обойму по оружию, и дальше его можно будет спокойно забирать. Этим можно пользоваться не только во время нападения, а, к примеру, когда видишь, что летит маслина, можно нажать на перезарядку, тем самым банально заблокировав большую часть урона. Типы крафтов. Уф, и тут прямо можно разгуляться. Начнем мы с самого банального. Это крафты на колесах с быстрой кабиной, где 2 дробовика стоят спереди на раме и 2 на кабине. Или вовсе все 4 на кабине. Далее гусеничные, как пример, крафты с разрывателями. Обязательно бункерного типа, ведь тут можно танковать оружием.
Далее крафты на ногах, которые забронированы мироедами спереди, а также по бокам можно впихнуть голиафы, или же вообще сделать крафт, где мироеды будут держаться полностью на голиафов и по идее иметь еще выше резист. Кабину можно брать почти любую. Первая Тарера, быстрая, удобная, хороший перк. Вторая Вундербар, быстрый и перк отлично дополняет дробовики. Третья Мастер. Тут можно сделать интересный крафт, где мироеды будут стоять по бокам кабины, тем самым выступая в роли экранов, а также имея отхил от кабины. Четвертое – это Созерцатель, который дает бонус 25% к урону, если поставить метку. Пятое – Кокпит, который даст бонус к перезарядке и скорострельности. Шестая – Медведь, даст больше маневренности на гуслях, а также их прочности. Седьмая – Призрак, нерфа будет нормально перезаряжать оружие. Восьмая – Фаворит с доп резистом на скорости. Девятая – Гарпун, будет давать дополнительный урон при получении урона. Десятая – Омнибокс. Также можно и другие, все зависит от вашего воображения. Переходя к модулям из активных, неплохо смотрится Таймыр и Хамелеон. А нерф пускай и ускоряет перезарядку, но время действия ее не хватает. А зноб и блок питания также не нужны, ведь реализация обоймы достаточно быстрая, разве что для усиления отдачи. Из пассивных лучше всего боекомплект для дробовика, так как это увеличит урон с обоймы, а с учетом плюс 100% к урону всей обоймы это очень даже кстати. В другом случае используем по необходимости ампер или классику двигатель. Комбинирование. Достаточно неоднозначная тема, но в данном случае есть над чем поразмыслить. Неплохо будет, если у вас мало средств купить или сделать два мироеда и за ними спрятать другое оружие. К примеру, Гравостар, Аврора. Просто играть на двух мироедах можно, но как пидобирка это показывает себя достаточно странно, так как долгая перезарядка портит все. Плюсы и минусы. Начнем, как обычно, с минусов. Первое. Чертеж оружия можно получить только потратив свои кровные. Второе. Высокая отдача, которая порой играет не в вашу сторону. Третье. Дробовик однозначно будут нерфить, что в целом не удивляет. И те, кто покупает сейчас, будут продавать явно дешевле. Четвертое. Это курсовой дробовик. Ну а теперь плюсы. Первое. Мироед можно купить на рынке, пускай и по высокой цене. Второе. Крайне мощные перки, как резист 90%, так и прибавка к урону в 100%. Третье. Высокая отдача. Да, это как минус, так и плюс, ведь все зависит от того, как ты реализуешь эту особенность оружия. Четвертое. Высокая выживаемость. Итоги. Дробовик-мироед вышел достаточно однозначным. Он как баран говорит в лоб, что в ближайший месяц я буду кошмарить рандом. Его однозначно будут нерфить. Вопрос заключается в том, что в какую сторону. Будет ли это нерф урона, увеличение перезарядки или уберут отдачу? Узнать мы этого не можем. Стоит ли покупать или крафтить данное оружие новичкам? Ну, насчет покупки я бы уже не спешил, так как ценник перевалил за 1150 золота. То есть сет выйдет более 4500 золота, что достаточно дорого для эпика. А вот если вы купили себе Battle Pass, то есть смысл себе скрафтить оружие. Если не для игры, так для фана. Ведь играть на нем сплошное удовольствие, особенно с такой отдачей. Также, если быстро апнуть уровни, можно скрафтить мироеды на продажу. В ближайшее время это будет достаточно выгодно. Несмотря на то, что прошел достаточно короткий отрезок времени, я уже успел даже записать видос для рубрики «Оружие на максимум». Значит, у нас будет Левиафан на мироедах, что крайне интересно.
Не забывай, что у меня есть сервер Discord, а также группа в Telegram, ссылки в описании. Прожимай лайк и пиши в комментариях, что думаешь о видео. Для тех, кто хочет поддержать мою деятельность чеканной монетой, ссылки на донат в описании. С вами был, как обычно, Август Плей, и до скорой встречи в новых видеороликах.